Всех приветствую, мои зрители и подписчики. Сегодня хочу поделиться одним методом, который я подсмотрел в интернете, как проверять оптопары PC817. Это очень популярная оптопара, используется практически в любом импульсном блоке питания. Я об этом уже рассказывал не в одном своем видео, но это были другие, более сложные методы. А этот метод очень-очень простой. Для этого нам понадобится всего лишь только мультиметр. Я буду использовать свой, вы его уже не раз видели в видео, и сама оптопара. Да, для демонстрации я еще возьму вот такую панельку, чтобы было проще показать, а потом покажу, как это все сделать без панельки. И вот, я уже установил оптопару. Здесь главное не запутаться. Вы помните, что со стороны, где точка обозначает, светодиод, с противоположной стороны фототранзистор. Так вот, если мы будем прозванивать светодиод, то прибор уже в режиме прозвонки диодов уже должен показать. Транзистор должен показывать закрытость в обоих направлениях. Давайте это все проверим. Точка у меня вверху справа. Поэтому если я сейчас подам сюда плюс на левую сторону, а на правую минус, прибор не должен ничего показать. Включен режим прозвонки диода. Проверяем. Да, прибор как показывал 0, так и показывает. Я меняю щупы. И вот смотрите. Падение напряжения на диоде сейчас 1,75 вольта. Диод открылся. Давайте проверим транзистор. Транзистор в одну сторону закрыт, во вторую сторону закрыт. Все так, как и должно быть. Но теперь, как это все проверить? Работает ли наш транзистор? Работает ли транзистор? Открывается он или нет? Для этого я соединил два левых, верхний и нижний, красным проводником. Это будет наш минус. А оранжевый провод воткнул со стороны светодиода в плюсовой его вывод. Давайте теперь еще раз проверим. Я беру минус на левую сторону, как и положено, чтобы открыть диод. Сюда подключаю плюс. Да, диод открылся. Вот показывает 1,1. Касаюсь транзистора. 1,49. Опять убираю. 1 и 1. 1,49. Что происходит? Чтобы было вам понятно. Когда я просто так проверяю транзистор, он закрыт. Диод, просто падение напряжения на диоде. Но когда я замыкаю минусовой вывод транзистора и минусовой вывод светодиода вот этим красным проводником и подаю сюда минус щуп прибора, а на плюсовой вывод светодиода подключаю плюсовой щуп прибора, светодиод начинает светиться и транзистор открывается. Но чтобы увидеть, что он открылся, я должен коснуться его. Я коснулся, и происходит еще большее падение напряжения на открытом транзисторе. Вот такой очень простой метод проверки. А теперь я покажу, как это все сделать без никаких вот этих вот, так сказать, панелек и так далее. Я просто беру оптопару так, чтобы у меня точка была со стороны плюса, а противоположный контакт, катод, со стороны минуса. И замыкаю сразу два вывода. Допустим, два левых вывода. Подключаю сюда, видите, 1,64. И теперь замыкаю оба. 1,36. Оставляю только подключенный светодиод 1,63. Замыкаю 1,35. Что и требовалось доказать. Оптопара рабочая. Приглашаю всех на свой телеграм-канал. Кто не знает об этом,
Перейдете по ссылке, посмотрите. Там при телеграм-канале есть чат, где можно не только как бы читать то, что я выставляю, но и самому участвовать. Там очень часто возникают дискуссии на различные темы. Кто-то просит какой-то помощи, кто-то наоборот рассказывает о своих поделках. Это все там дружно обсуждается. Так что кому интересно, зайдете, подпишитесь и также будете участвовать. Надеюсь, что видео понравилось и с вас лайк, чтобы видео продвигалось и его увидело как можно больше людей.